Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй расклад. Июнь 2025. События на пороге. События с первых дней месяца и знаки судьбы. Давайте узнаем. Рассмотрим некоторые позиции. И доброе небо июня для нас складывает такую благоприятную атмосферу для того, чтобы мы прояснили некоторые вопросы. Возможно, для себя окончательно с чем-то определились. Здесь может быть такая тема или состояние где-то души, когда мы сравниваем, что вы сделали прежде, и вот на сегодняшний день, к чему я пришел, или что я имею сейчас, или зачем все это было нужно, каков результат, по сути дела. И, скорее всего, ситуации июня и конца мая, они будут взаимосвязаны. Вряд ли мы сможем провести какую-то четкую грань между вот этими двумя месяцами. Как будто из одного вытекает другое. Явно какие-то вопросы будут продолжены, но это для того, чтобы мы сделали правильные выводы, что-то для себя прояснили. И, может быть, некоторая палитра прошлых событий или то, что мы хотели бы, может быть, осуществить, но оно вот никак не двигалось. Значит, нам явно нужно что-то пересмотреть, переиграть, передумать. Нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. И тут едва ли не каждый день то новость какая-то, то что-то вот меняется. И мы находимся тоже ведь во власти обстоятельств. И тут мы вряд ли можем что-то изменить. А вот научиться плыть в этом сложном фарватере, пожалуй, задача каждого из нас. Ну, давайте узнаем, что нам подскажут карты. Как я уже сказала, доброе небо июня и вторая половина мая. Поэтому, мои дорогие козероги, ну, у вас все равно победа выпадает. Вот смотрите, шестерка жезлов – это карта победителя. Поэтому у вас есть основания выйти из любой сложной ситуации. Или когда, может быть, по работе, потому что в основном жезлы – дела, работа, бизнес. Когда вы уже занимались каким-то делом, мероприятием, творчеством, ремеслом, чем угодно. То есть приложили какую-то свою активность. И вот теперь мы достигаем каких-то результатов. Может быть, и придется что-то корректировать, может быть, и методы придется менять. Но вы можете выйти победителем. Кому интересно поподробнее об этих энергиях, я оставлю ссылку в описании под видео. Астрологический прогноз на июнь есть на моем сайте. А также есть статья «События до конца 2025 года», 2 месяца, которые могут определять в целом настроение до конца года или какие-то наши приоритеты. Это вот месяц июнь и дальше июль. Но это разные энергии. Перейдите, почитайте. И я думаю, какие-то подсказки вы для себя получите, переложите на ваши задачи жизненные, реальные. Как к этому есть, ну, как звездное расписание, к чему способствует. И значит, что-то вы сделаете более правильно. С правильной ноги пойдет ваша жизнь. А мы идем вперед. И первая карта у нас будет означать события на пороге. События с первых дней месяца. И 3 карты знаки судьбы. Первый знак судьбы, что нужно знать. Может быть, что важно услышать. Опять же, второй знак судьбы. Принять во внимание третий знак судьбы. Перемешаем карты. И следующий вопрос. Что придет? А что уйдет? А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, чего не упустить? И чего опасаться? Как себе не помешать? Что принять во внимание? Итак, что же там за события на пороге? Стар. Ну, звезда имеется в виду. И вообще это траектория движения лет на 10-20. Правда, вы тут можете корректировать свои планы. Может быть, это будет какая-то совершенно новая ваша перспектива, которую вы себе зададите, как мечта. Вы можете о чем-то вспомнить, о чем прежде вам как раз и хотелось получить в реальной жизни. И это более возвышенное. Тут не совсем идет с позиции меркантильности или денег. Это именно какая-то идея, цель, ради которой мы живем. Тут что-то не лежит в плоскости практики на сегодняшний момент, но вот, может быть, вы как раз и будете думать, как осуществить какой-то проект. Причем тот проект, который не сиюминутный, не тот, который
Знаете, вот именно хочется решить с какой-то позиции, когда мы быстро получаем результат. А это нацеленность на далекую перспективу, на далекие результаты. Это когда что-то у нас в геометрической прогрессии и продолжается, то есть мы к чему прикладываем усилия, но и дело-то наше, оно тоже растет или процветает. По этой карте нет ничего невозможного. И в целом, если мы говорим лет на 10-20, июнь месяц может быть для вас как определяющим в ваших планах, целях, намерениях. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. У вас практически как событие на пороге. Это может быть связано как и с вашим важным решением. Для кого-то это будет вопросы, связанные с переездом, все-таки звезда, расстояние. Для кого-то из вас это может еще свидетельствовать о том, что, ну так вот, ты долгое время словно был в каком-то ожидании, может быть, какой-то период затянулся, пора уже переложить что-то на свои действия или, может быть, от чего-то отказаться. Потому что тут по этой карте имеет место быть только тот план, который действительно вам приносит какой-то прогресс. Не заставляет просто окунаться в приятные эмоции или в мечтания, а вот то, что есть еще в сегодняшнем дне, от чего вы словно можете оттолкнуться вот на этот далекий период. И, кстати, если мы говорим пространство, Вселенная по этой карте идет, для кого-то это будет как возможное, вы задумаетесь о смене работы, работать на дому, работать из любой точки мира, да, чтобы пространство вам не было преграды, а наоборот помогало. В данном случае у нас проходит как раз интернет, какие-то новые цифровые технологии. Для кого-то из вас как работают, может быть, и финансовые структуры, если мы берем в целом весь мир, взаимодействие с разными странами, территории, да, это вот все по аркану звезда может проигрываться. Или изучение языков. Но опять же, у кого-то языков иностранных, а у кого-то может быть и язык программирования. И вполне вероятно, прежде вы ни о чем таком не думали. По этой карте хочется чем-то заниматься, хочется и самому развиваться, хочется видеть мир, может быть, видеть разные культуры. Здесь желание по карте звезда. Пусть это желание, но не горячее. Нет, все-таки звезда – это более холодная карта. Но это где-то нам и помогает, поэтому больше рационализма. Рационализма в сегодняшних вопросах, когда мечту мы перекладываем в какой-то конкретный, возможно, тезис и определяемся с направлением на долгий период жизни. События с первых дней месяца. Может быть, у кого-то это аркан юстиция, справедливость, у кого-то и правда вопросы, связанные с судами, когда вы нуждаетесь в консультации грамотного юриста, адвоката, и вы пытаетесь закрыть некоторые прежние вехи жизни для того, чтобы идти-то вот как раз в будущее налегке. У кого-то это будут события с первых дней месяца, когда вы отправитесь в разного рода инстанции, готовить документы или получать консультации. Но эта карта всегда имеет как значение кармы, причина и следствие. И если вы что-то сделали прежде хорошо или кому-то помогали, по этой карте есть всегда такое значение, вам Вселенная помогает, пусть руками других людей. Но если мы где-то не очень что-то сделали хорошо, тогда придется нам так вот в одиночку решать тот или иной вопрос. Словно закрывать какую-то тему для того, чтобы нас где-то прошлое не удерживало. Карта говорит еще и вот о чем. События с первых дней месяца, если мы спросили. Как-то для вас нужно, понимаете, что бы вы тут себе не задумали, мои дорогие козероги, вам нужно обязательно это увязать с законом. Вот не должно быть противоречий в плане законов. У вас документы, к примеру, должны быть в порядке. У кого-то банально может быть отчет на работе, если вы руководящий, именно работник, за что-то отвечаете. Перепроверьте все свои цифры или те бумаги, где вы ставили свою подпись, а то и печать. Вот есть все-таки смысл. Словно и старт-то уже на пороге в будущее, но, видимо, чтобы в этом будущем ничто не напоминало о прошлом, нужно правильно расставить акценты или конкретно с чем-то определиться. И это должно быть в согласии с какими-то нормами, регулировками. Вам жизнь будет более понятнее, более четче. И, может быть, не будет сюрпризов в будущем. Подумай сегодня, Козерог, чтобы на завтра себе не осложнить жизнь. Вот может быть и так. Знаки судьбы.
получения денег. Вот конкретно шикарная карта. Деньги есть, деньги будут. Но чаще по этой карте это изобилие, процветание, имеется в виду именно наша работа или сфера занятости. Это может быть как какой-то гонорар за проделанную работу, творчество, труд. Это могут быть даже крупные деньги, если вы именно их заработали. Может быть, они даже где-то задерживались. Вот, кстати, по аркану звезда могла быть какая-то задержка по независящим от вас причинам, к примеру, когда не сработали электронные какие-то системы взаиморасчетов, или деньги были отправлены, но где-то потерялись, загуляли. Вот здесь вы их получаете. Но, в принципе, как знак судьбы. Нам говорят, часто эта карта, кстати, символизирует человека как ремесленника или тот, который работает сам на себя. Вот для тех, кому это актуально услышать, для вас какой-то, знаете, как качественный скачок или возможность, да, именно в плане финансов увидеть или словно, ну, где-то, может быть, с позиции интуиции предугадать то желанное направление, где вы по максимуму свои таланты и раскроете, кстати. Ведь это карта изобилия, процветания, повторюсь, когда мы довольны собой, с довольной проделанной работой. Поэтому какие-то добрые энергии, причем которые мы можем уже переложить на нашу реальную плоскость и деньги. И карта самодостаточного человека. Второй знак судьбы. И от чего-то вы также можете отказаться. Но чаще по 8 кубков мы либо буквально уходим, может быть, это у кого-то переход по работе будет. И не обязательно вы уходите из организации. Здесь могут быть какие-то перестановки внутри вашего учреждения или вашей организации, когда вам может быть предложено что-то новое, или вы сами, видя освобождающуюся вакансию, где-то проявите и интерес, как-то правильно выстроите диалог. Вот, кстати, по аркану юстиция. Мы можем тут правильные диалоги, так вот, знаете, что-то и предложить, может быть, свое, договориться. Мы можем, безусловно, держи баланс. Это как событие с начала месяца, умей договариваться, все-таки весы. Это дипломатия. Вам дипломатия тоже помогает. Но по 8 кубков мы уже не занимаемся тем, что нам не приносит каких-то бонусов. Или то, что мы, может быть, и пробовали прежде, а оно все время стопорилось. Мы уходим от того, что нам не удалось осуществить. И это не значит, что мы должны застрять только лишь из-за того, что пробуем снова и снова в каком-то, но в том же ключе взять очередной реванш. Или прежними методами опять провзаимодействовать с чем-то или с кем-то в надежде получить какой-то шикарный результат. Нет, тут даже вот эта 9 кубков может для вас быть подсказкой, что твое благополучие, оно будет напрямую зависеть от того, как ты идешь вперед. Но, наверное, тылы все-таки должны быть у вас крепкие и сильные. Поэтому по 8 кубков у вас будет ситуация действительно выбора. Может быть, или я остаюсь, или я иду дальше. Давайте откроем 3-ю карту. У кого-то, может быть, и вопросы семьи. У кого-то, я так допускаю, где-то 8 кубков, она ведь подразумевает, что мы находимся в состоянии выбора. Или мы ищем выход из создавшегося какого-то положения. И мы находим. И пусть это будет для кого-то очень даже патовая ситуация. Пусть не для всех, но для кого-то проигрывается. Когда может казаться, словно мир против меня. Или все, что бы я ни предпринимал, все время не получается. Тогда вот оставьте вот опять же прежние какие-то методы. Может быть, это нужно зайти в какие-то иные двери, если мы говорим о чиновниках или организациях, да, или для себя какую-то стратегию совершенно новую разработать. Или если вы долго ищете работу, и вы рассматривали определенные позиции, куда вы можете применить свою профессию по диплому, например, да, и вам казалось, что очень узкая область применения, а это часто нам так кажется. А если мы расширим видение, мы увидим значительно больше каких-то вариантов для себя, где мы можем и как и выразить свои таланты, но еще и по деньгам остаться более чем довольным. А для кого-то это вопросы семьи, вопросы именно семейного благополучия или благополучия в паре. 10 кубков. Посмотрите, какие добрые энергии. Да, может быть, выбор как раз и есть, но это между 9 и 10 кубков. Но как-то нужно сделать правильно. Я могу допустить даже, мои дорогие, кто
встречался, может быть, да, или вы проживали даже вместе. С учетом аркана юстиция вы можете задуматься о том, всерьез оформить отношения. Ну, конечно, мы все разные. У кого-то вопросы семьи, и, может быть, наоборот, вы расстаетесь. Такое тоже могу предположить. А для кого-то это отношения, может быть, и были на расстоянии, и семья съезжается, либо дети и родители, да. Хотя я могу и предположить, что взрослые дети тоже могут уехать от родителей. Все же это только карты. Они нам показывают символику такую своеобразную, чего может касаться вопрос. А вы переложите на свою жизнь. Но по десятке кубков это карта радости, счастья, безусловно, денежного благополучия, решения вопросов о вашем месте пребывания, или когда мы делаем жилье более комфортным, или обустраиваем даже на дому рабочее место. Вот такие совершенно разные позиции, но в целом это что-то вам нравится. Правда, добрый период, доброе небо июня. Что придет, давайте узнаем. Любовь. Вот все то, что я говорила, нечего добавить. Единственное, эта карта может еще говорить не только именно о любовной какой-то связи, взаимоотношениях. Это карта взаимопонимания в первую очередь. И поэтому договориться по работе, обговорить какие-то сложные вопросы, откровенные разговоры. И доброе небо июня способствует, чтобы и нас услышали тоже. Поэтому будьте готовы к диалогу, контактам. Ну и держите баланс, вот эту дипломатию. Такие энергии вам буквально помогают. А что уйдет? Вы знаете, вы могли ожидать, к примеру, это колесо фортуны, вы могли ожидать, что ну вот произойдет какой-то его величество счастливый случай, и вот решится моя проблема, или решится какой-то вопрос. А тут вы понимаете, что нет, время тут нечего ждать. Тут нужно самим или самому принимать какие-то меры, шаги. Может быть, и была надежда, что как пространство подстроится под решение вашего вопроса. Все-таки уходит ожидание какого-то чудесного момента или его величества случая, фортуны. Именно ожидание. По этой карте часто и бывает, что мы ждем, что ну вот прямо нам сейчас поможет. Как в сказке, да? Ну такого, наверное, не бывает, а если бывает, то очень редко. Все наше благополучие, все же оно в наших руках, и строим мы его сами. Наверное, вот это переключение с момента ожидания Его Величества счастливого случая, или, знаете, иногда бывают такие, хотя это не свойственно вашему знаку зодиака, но все же мы все разные, и мы люди, нам ничто человеческое не чуждо, и иногда мы надеемся, что вот подфартит мне. Но вот здесь нет. Завершается надежда на авось, или, может быть, на какого-то человека, или на то, что, мои дорогие козероги, что обстоятельства, которые вас окружают, они изменят вас, изменят вашу жизнь. Вы переключаетесь вот с какой-то надежды. Вы переключаетесь на то, что вы будете делать сами, что будет продолжаться. У кого-то и вправду могут быть, как бракосочетания, я такое могу предположить, десятка кубков, и любовь, да, карта, и иерофант. Он чаще как раз и говорит о том, что мы оформляем документы, оформляем отношения. По работе здесь могут быть очень такие знаковые подвижки, если, к примеру, вы все-таки, ведь это карта учителя, философа, да. Если вы принадлежите к преподавательскому составу, вы строите очень шикарную карьеру, тут есть возможность. Но по этой карте мы еще готовы учиться. И где-то я об этом в самом начале, карта звезда, она нас к этому даже призывает. Открыть для себя новые горизонты, расширить собственный кругозор, видение. Или, знаете, как панораму так развернуть. Может быть, раньше мы видели где-то на 180 градусов, а тут, может быть, надо и обернуться где-то, сравнить то, что в каком месте мы сейчас находимся, и вообще вот эти возможности и впереди, и справа, и слева, потому что выбор-то, скорее всего, все равно приходится делать. Но по этой карте, это, знаете, жизнь, с одной стороны, идет своим чередом. А то, что важно в вашей жизни, будь то люди, будь то, ну, какие-то вопросы, которые касаются вот жизнеутверждающих моментов, как что-то оформить, допустим, да, вы хотели сделать что-то по-своему, к примеру, или оформить даже, да, бумагу, неважно, чего она касается, работы, вашего бизнеса, может быть, жилья,
составить какой-то документ, а у вас не получалось. У вас словно, ну, как какой-то барьер, не получается сделать. То закон, то еще какая-то вот такая путаница. Мы ведь никогда не знаем, может быть, нас пространство останавливает, и вот таким образом нам говорит, тебе туда не надо. И по этой карте те люди, с кем нам по пути, они нас, как правило, догонят. Об этом говорит карта. А те события, которые служат для нас прогрессом, которые имеют смысл, они будут продолжаться. По этой карте неплохо бы все же и изучать. И, кстати, иерофант нищий не бывает, а у вас вверху как раз попадает карта благополучия и денег. Может и карта говорить о том, что удели внимание финансовой грамотности. Мы живем в цифровую, опять же, эпоху с учетом карты звезда, и мы говорили расстояние. Это где-то может быть как электронные деньги или сами по себе системы взаиморасчета. Может быть, и есть смысл что-то разузнать, если все движется вперед, в прогресс, да. Наверное, если мы сравним даже пару лет тому назад, повернемся, да, так вот назад, и что было актуально? Явно вопросы искусственного интеллекта и внедрение во все, ну, в очень многие, по крайней мере, системы, оно не было таким актуальным или оно не стояло так остро. Ну и если мы многие другие позиции, опять же, пересмотрим в каждой своей сфере, мы можем прийти к выводу, что прогресс идет очень быстро, и мне действительно нужно идти в ногу со временем, мне не хватает знаний, потому что мы не только как философ, да, учитель, но мы можем и находиться с позиции ученика для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе. Но если мы говорим, будет продолжаться, для кого-то не успеете, может быть, в течение июня или какой-то вопрос. Тут ведь с учетом карты звезда на далекое расстояние. Тут может что-то не решиться быстро, а с заходом на июль или на август. Но определенно с учетом карты Иерофант есть смысл что-то продолжать. Чем не соблазняться, как мы уже с вами сказали, но это карта апатии. Это карта, когда мы, с одной стороны, словно так вот отгораживаемся от мира, погружаемся в собственные эмоции. Это карта воспоминаний о том, что уже не имеет смысла, по сути дела. И девушка держит одну чашу, это имеется в виду та чаша, как все самое главное, оно в тебе. Нет смысла лицезреть эти 3 пустые кубка, и нам говорят на что-то решиться. Или чтобы какое-то ожидание, мои дорогие, у вас, наконец, завершилось. Где-то это может быть все то, что я сказала по карте колесо фортуны в позиции, что уйдет. Вы как свежий взгляд на реальную жизнь. Есть возможность для себя, значит, сделать что-то с более правильной ноги. Это правда. Словно переформатировать свою жизнь, реструктурировать на далекий период времени. Но если мы говорим, чем не соблазняться, не устраивайте себе какую-то глубокую философию. Здесь все самое важное стоит у причала каждого дня июня. На что, наоборот, соглашаться? Тройка кубков. На праздник. На взаимодействие с людьми. Причем с людьми разными. Где-то понимать, что если есть сегодня контакты, причем самые разные. Может быть, это и по работе, может быть, это ключевое партнерство, может быть, это дружба. Или просто те люди, которые, ну, появились в нашей жизни не на долгий период времени, а есть взаимодействие. Вы им нужны для чего-то, а они, в свою очередь, нужны для чего-то вам. Поэтому будьте где-то легки на подъем. Всегда эта карта говорит о том, что мы уже готовы именно идти вперед. Вот этот аркан, как праздник, он и приходит к нам после того, как мы завершаем, наверное, вот это где-то молчаливое созерцание прошлого и готовы двигаться дальше. Может быть, вы и узнаете некоторые моменты, все-таки, да, если мы говорим соглашаться, которые вас, ну, так могут удивить, к примеру, да. Все же по этой карте мы некоторые параллели делаем. К примеру, мы можем узнать о том, что, ну, если для кого это актуально, если была какая-то двойственная ситуация по отношениям, и пусть это даже по работе, когда была ваша кандидатура и чья-то еще, вы здесь можете узнать результат, но мы по этой карте будем знать тогда, по крайней мере, правду.
Даже если избрали не нас, например, будь то работа, будь то личная жизнь. Но ведь, мои дорогие козероги, это ведь и вы тоже можете делать этот выбор, как и по работе, так и по личной жизни. Но значит, взаимодействие – это со знаком плюс, как я уже сказала. Но если настало время сделать что-то правильно, по закону, или внести больше ясности в свою жизнь, значит, в конечном итоге это вам дарит праздник. Поэтому все то, что вам проясняет обстановку или конкретное дело, соглашайтесь на это. Вот конкретно так. И радуйтесь. Добрые карты. Ну и, в принципе, верхний ряд нам тоже об этом говорит. И аркан звезда. Нет ничего невозможного. А кто-то будет к торжеству готовиться, кстати, с учетом, как и карты Иерофант, любви, ну и где-то вот этих двух карт. Чего опасаться? 20-й старший аркан. Это, знаете, как переходное состояние между прошлым и будущим. Это карта выздоровления. Это карта избавления от боли, от страданий. Но с учетом всего того, что выпало, и в позиции именно чего опасаться, опасайтесь что-то разрушить. Разрушить, знаете, как силовым каким-то методом. Или пойти в разнос на основе эмоций. Что-то ускорить. Мы все в разных энергиях. И есть люди, которые экстраверты, есть интроверты. Один думает медленнее, другой как-то быстрее принимает решения. И мы можем поторопиться куда-то. Нам хочется быстрее какую-то ситуацию переломить, словно перескочить из прошлого в будущее. А нам говорят, есть еще ряд вопросов, которые ты не закрыл. Видимо, нужно расставить все по местам. Некоторый порядок в своей жизни нужно навести перед тем, как вот осуществится этот прыжок в будущее. Может быть, энергии июня для вас как раз и говорят о том, что, знаете, на такой какой-то доброй, миролюбивой волне вы можете, как и договориться, или подписать важные документы, в очередной раз говорю, или прояснить для себя, как вас защищает закон, или наоборот, какие бреши, да, для вас именно применимо к вашей какой-то ситуации. Здесь нельзя замечтаться вот ни разу, это точно. Нужно знать о себе немножко больше, прежде чем вы прыгнете в будущее. Но, видимо, здесь может быть действительно как месяц перехода между прошлым и будущим. И значит, нужно как-то очень красиво сыграть заключительный аккорд под какими-то, может быть, прежними условиями, отношениями. Или, может быть, даже пересмотреть как свою мечту, цель, намерение. Одним словом, самого себя подготовить перед теми событиями, которые ожидаются на последующий период. Здесь карта будет говорить еще вот что. Тут все свершится в свое время. И ты уже сейчас именно на пороге. Поэтому какая-то поспешность или какой-то, знаете, как форсаж, вот это могло бы помешать. И вот этого следует опасаться. По сути, это мы, ускоряя что-либо, можем сами себе навредить. Поэтому держите баланс. Нам об этом ведь сказали. Будьте дипломатами. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.